Всем привет, меня зовут Ольга, вы на канале о вязании, и сегодня я хочу вам показать еще один способ нитяного крепления. На самом деле нитяных креплений способов бывает целая куча, целая уйма, можно делать по-разному. У меня уже был мастер-класс на эту тему. Давайте я вам сразу расскажу, а потом мы еще поговорим немножко для того, чтобы не задерживать ваше внимание. Значит, расскажу потом, по какому мастер-классу связана игрушка. Нам понадобится игрушка, понадобится крепкая нить, не скользящая и которая плохо развязываются узелки. Я использую зубную нить любой марки, без разницы, они все для этой цели одинаково хороши. Длинная иголка и ножницы. Значит, отматываю достаточно длинную нитку, потому что я ее буду складывать в 2 раза. И продеваем в ушко, для того, чтобы у нас получилась петелька. Вот такая вот. Так. Значит, что мы делаем дальше? Мы снимаем одну ручку. Можно аккуратненько положить. Тут вот дырочка видна, куда мне нужно потом будет вставить спицу. Значит, перед тем, как вот это вот все делать, когда вы поставили ручки, нужно проверить симметрию, чтобы вот здесь вот была прямая линия, чтобы ручки вот так вот одинаково располагались. В общем, в этом плане нужно все проверить, не забывайте об этом. Дальше что мы делаем? Мы вытаскиваем потихоньку спицу и вставляем сюда иголку. И потом с другой стороны вытаскиваем тоже спицу и вставляем иголку. Спица достаточно толстая и хорошо видно. Пока что ручки мы можем вот так оставить. Значит, что мы делаем дальше? Мы вытягиваем ниточку, но не до конца. Аккуратненько ее придерживаем. Отступаем я отступлю вперед на 1 столбик. И здесь тоже на 1 столбик. Вот таким образом. Провожу иголку вот в эту петельку и делаю такую закрепочку. Теперь я хочу сделать небольшие утяжки. Видите, они у меня уже образуются, поэтому я аккуратненько ввожу по тем же дырочкам, приблизительно ориентируюсь, и подтягиваю с одной стороны и со второй стороны. Вот такие вот мятинки получились. Дальше что мы делаем? Берем ручку, которую мы будем пришивать вот с этой стороны. Вот у нас здесь дырочка. Значит, вот на этом уровне я прокалываю внутрь, захватываю там наполнитель. То есть я не под полотном иду, а я как бы иголку туда немножко захватила наполнитель и выхожу в эту сторону. Вот таким образом. Ручку. Тут эта дырочка, со временем мы потом можно вот так вот поправить полотно, она закроется. Выходим с этой стороны. Так. Берем вторую ручку. Точно так же входим внутрь. Подхватываем наполнитель и выходим. Теперь нам нужно ввести иголку снова вот здесь вот в эту дырочку и вывести к той руке. Но руку мы не прокалываем. Я немножко вот так вот убираю. И вот у нас ручки висят вот так вот на ниточках. Теперь что мы делаем? Мы подтягиваем вот эту вот руку, тянем за вот эту ручку, подтягиваем хорошенько эту руку, и теперь подтягиваем иголку, и у нас подтягивается вторая рука. Хорошенько подтянули. Дальше что мы делаем? Для того, чтобы нам зафиксировать нитку, мы оборачиваем вокруг ручки, подхватываем эту петельку
и затягиваем. Делаем раз узелок, снова оборачиваем и делаем 2 узелка. Так как зубная нить, она плотная, ее порвать невозможно, проверено уже не раз. Вроде других тоже не слышала, что нитка рвется. Единственный минус зубной нити — это то, что она стоит денежек. Теперь мы вводим сюда иголочку и внутри туловища прячем нитку. Проводим несколько раз, для того, чтобы ниточка там запуталась. Вот таким вот образом. Итак, наше нитяное крепление готово. Если вы дальше не хотите слушать мою тему насчет нитяного крепления, на этом все. Значит, про другие типы нитяного крепления. На моем канале вы можете найти уроки по нитяному креплению. Также я очень много рассказывала во влогах про нитяное крепление и показывала. Поэтому вы можете на канале найти. Где еще можно найти для таких вот достаточно больших игрушек про нитяное крепление? В мастер-классе по вязанию олененка. Сейчас вы видите на экране фотографию этого олененка. В этом мастер-классе я выполняла другой тип нитяного крепления. Почему я здесь не воспользовалась этим способом? Потому что игрушка чуть большего размера. Там олененок у меня, наверное, вот такого вот размера, то есть на целую голову меньше. И мне там было проще утянуть. В принципе, ручки можно было выполнить в той технике. Но ножки я сразу, когда сделала, я не смогла достаточно сильно утянуть вот здесь вот тело. Да, его можно было оставить таким же большим, но тогда ножки, они сильно растопыренные. Мне хотелось немножко туловище утянуть. Поэтому я сначала сделала утяжку и потом только пришила эти лапки. Еще раз хочу третий раз обратить ваше внимание, если вы будете делать, как я там делаю в том мастер-классе, либо вот такой тип нитяного крепления, обязательно обратите внимание, что когда вы пришиваете уже ножку или ручку, нужно прокалывать не только полотно, да, не только за петельки цеплять, но вы должны захватить часть наполнителя для того, чтобы со временем просто не отваливалась эта нога. Сейчас она очень крепко держится, как видите. Вот, и ручки достаточно хорошо держатся. Вот такой вот получается дракошек. Значит, этот дракошек связан не по моему мастер-классу, это по мастер-классу Олеся с канала Олеся Нитинг. Я оставлю в инфобоксе ссылочку на ее канал, и вы там сможете у нее спросить мастер-класс на этого дракошу. Для него вот еще такой небольшой аксессуарчик. Вот. Такой хорошенький малыш получается. Такие у него глазки милые. Ручки мне очень нравятся. Хочется потискать, потрогать. Все это, конечно, тискательно, приятно. Мастер-класс, видео-мастер-класс. Там все подробно, понятно. Есть описание, есть видео-подсказки. В общем, все очень классно. Поэтому, если кто не вязал такую игрушку, кстати, она вяжет из плюшевой пряжи. Эту игрушку из Гималая Dolphin Baby. Я вязала из итальянского велюра. Вот. Что еще могу сказать про нитяное крепление? Мне оно нравится, особенно когда сделано зубной нитью. Проверено на собственных игрушках, которые я вязала для своих детей. Оно не рвется, оно очень крепкое, как бы там за руки, за ноги игрушку не тягали, ничего не случается с этим нитяным креплением. Все прекрасно, все замечательно. Если вдруг что-то и случится, такое нитяное крепление легко восстановить, поэтому это очень здорово. Но в любом случае, конечно, нитяное крепление всегда будет немножко уступать шплинтовому креплению, да, потому что там все-таки железо используется вот, в виде шплинтов. Поэтому
Тут выбирать вам, либо искать где-то шплинты покупать, либо использовать нитяное крепление. Как видите, игрушка большая, ее рост получается больше, чем 20 сантиметров. И я вязала игрушки, которые по 30 сантиметров, и там тоже использовала нитяное крепление именно с помощью такой зубной нити. Вот, поэтому пользуйтесь. Если возникнут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Если вам было полезно это видео, обязательно поставьте лайк, мне будет приятно. Больше ваше внимание задерживать не буду. Спасибо большое, до новых встреч и пока-пока.